Дорогие мои, здравствуйте! Вы на канале Твой Мир. Меня зовут Наталья. Сегодня хочу предложить вашему вниманию гороскоп для знака зодиака Лев на февраль месяц. Давайте посмотрим, что ожидает в первой декаде месяца, во второй и в третьей. Дорогие львы, настраивайтесь, пожалуйста, мы начинаем. Первая декада месяца для льва. Смотрите, дорогие львы, первая декада месяца для вас. Для многих это будет какая-то монотонная работа. Секунду. Вы будете заниматься какой-то монотонной работой, которая вообще приносит как бы мало результата. Да, это что-то, то, что вы делаете постоянно, одно и то же, одно и то же. При всем, что, понимаете, вы туда уже вложили весь свой опыт. Вы вложили туда и свою чувственную сферу. И это как-то не работает. Здесь такой момент, что это первый вариант. Второй вариант. Для кого-то начнут исполняться желания. Кто давным-давно хотел встретить партнера для отношений, велика вероятность в первой декаде месяца с таким партнером познакомиться. Причем здесь я вам хочу сказать, что для вас этот партнер будет значим в вашей жизни. Потому что десятка жезлов, она говорит о том, что вы с ним получите опыт. Но это не негативный опыт. Это такой опыт, который вас выведет в ваше предназначение. И который вам покажет вообще, для чего вы нужны во Вселенной, в этом мире, в этой жизни, я не знаю. То есть такой человек для вас значимый окажется, понимаете? Первая декада месяца для вас вот такая. И здесь как бы по здоровью все будет прекрасно, здоровье будет шикарное, никого ничего мучить не будет. Вторая декада месяца, дорогие львы, для вас. Здесь идут одни пентакли, да? О, здесь судьба. Смотрите, вторая декада месяца, во-первых, она знаменуется бюджетом, да, пополнением бюджета. Здесь еще может быть разделение бюджета. Тут такой момент, что вам надо как-то поступить по справедливости, да. Но опять-таки не привязываемся к тому, что это только деньги, это может быть и отношения, и работа, и какой-то поступок, то, что нас окружает, да, что-то материальное. И здесь вам нужно поступить по справедливости. Мы видим, что здесь еще рядом стоит четверка пентаклей. Эта карта говорит о том, что вы как-то, через силу вам это будет даваться, но не хотите вы этого делать, не хотите вы туда вкладываться. А надо вам поступить по справедливости, вам надо, чтобы ваша чаша весов, она была ровненькой, да, чтобы не было никакого перевеса, был баланс. И здесь мы видим колесо фортуны. И эта карта говорит о том, что вообще как бы вот эта ситуация в вашей жизни, да, она судьбоносная. Вот то, что какое вам решение надо принять. Здесь может быть, кстати, и о деньгах речь, да, что кто-то будет либо делить там с кем-то что-то, либо получать что-то. Но опять здесь ключевая фраза, что это должно произойти по судьбе, да. Здесь должен быть баланс, это идет перемена к лучшему для вас, но есть одно маленькое но, что колесо фортуны, оно непредсказуемо. Здесь, понимаете, оно может крутануться так, что для вас ситуация кажется даже какой-то невыигрышной, скажем так, а поступите не по справедливости и можете в одночасье все потерять. Это как пример. Никому не говорю, что там сейчас так произойдет. Это просто как пример, чтобы вы понимали, что за свое содеянное вы получите какую-то обратку. Потому что колесо фортуны, оно все-таки такое интересная карта со своими подводными камнями. Львы, для вас вот такой вот вторая декада месяца. Задумайтесь, у кого там что есть. Третья декада месяца. Вы будете проводить какой-то момент в одиночестве, возможно, где-то захотите вообще уехать, да, подумать над тем, что вообще в жизни происходит. Вам как-то хочется навести баланс в своей жизни, вам хочется понять, куда вам двигаться. Такое ощущение, что, знаете, но я говорю о том, что трансформации сейчас переживают все, да, наверное, нет таких людей, которые не ощущали бы на себе там какие-то перемены, меняется и энергия, меняются и чуть ли не полюса, хотела сказать, хотя полюса тоже, да, судя по климату, меняются. И здесь вот эти вот изменения чувствует любой и каждый. И вот у вас здесь такой момент, как будто вы очень долго находитесь в этой стадии вот этих перемен,
И уже вы хотите как-то отдохнуть, хотите как-то развеяться. Вы хотите вообще понять, куда вам двигаться дальше. Вам надо уединение, где-то побыть, возможно, даже там уехать куда-то за город, на природу, на дачу, не знаю. И побыть там для того, чтобы сделать эскиз своей будущей жизни. Ну, здесь вам все карты в руки. Пожалуйста, делайте, как сердце ваше велит. И все у вас будет прекрасно. Давайте посмотрим карту совета для вас. Карта совета для вас выпала 6 кубков. Знаете как, здесь для меня идет такая информация, что вам предлагают начать все заново. Начать все заново, и первое, что это, наверное, начать заново с себя, да? Здесь начните себя любить, начните за собой ухаживать, начните проявлять к себе какие-то чувства, потому что даже вот здесь, смотрите, ситуация вот этого баланса, да, когда я говорила о том, что предстоит сделать какой-то выбор по справедливости, поступить, да, возможно, вот здесь идет какое-то в паре такое несоотношение, когда вы вкладываетесь больше в партнера, чем вообще в себя, понимаете? Ну, вот такая информация идет. И здесь вы вообще не можете понять, так а где мой путь, да, что я для тебя, типа, там, живу всю эту свою жизнь. И как, ну, это просто такой набросок, эскиз, да, может, у кого-то и проиграется на самом деле. И здесь идет информация о том, что вам нужно начать все сначала. Вам нужно себя полюбить, за собой поухаживать, либо позволить кому-то за вами поухаживать, понимаете, проявить тут именно о чувственности, проявить вот эти чувства, которые были заблокированы, да, выйти из каких-то депрессий, выйти из каких-то разочарований, поверить в то, что жизнь прекрасная, что вокруг вас цветы, вокруг вас изобилие, вокруг вас полно возможностей, и просто начать заново доверять, начать заново к этому относиться с таким трепетом, знаете, как это было вот когда-то в юности. Ну, вот такой вот момент проходит здесь по картам. Для многих еще, знаете, как здесь, ну, все равно, вот у меня идет информация, что многие здесь будут решать какой-то, возможно, даже семейный уход, говорю, семейный какой-то вопрос, ну, возможно, даже с уходом кого-то, понимаете, который уже достаточно так подкопила вашу, скажем так, энергию. Такой расклад у меня для вас получился, дорогие львы, на февраль 2023 года. Я вам желаю всего доброго, всего светлого, всего яркого, классного. Желаю вам волшебства в каждом дне. Желаю вам исполнения всех ваших желаний, чтобы с вами рядом всегда была гармония, любовь, уважение, понимание. Вы знаете, желаю вообще вам ценности, чтобы вы ценили себя, ценили свое внимание, ценили свое время, потому что время – это единственный невосполнимый ресурс. И задумайтесь, на кого вы тратите свое время, как вы живете свою жизнь. Это лично от меня, это без карт. Дорогие львы, вот такой расклад для вас был. Желаю всего доброго. До новых видео. Обнимаю. Ваша Наталья.